Отключайте это из розетки. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Что обязательно нужно выключать из розетки, а что нет? А зачем вообще вынимать вилку из розетки, если есть кнопка выключения? Какой смысл в этих лишних движениях, особенно когда розетка расположена не в самом доступном месте? Давайте разберемся, в каких случаях в таком отключении есть смысл, а в каких нет. Зачем вообще вынимать вилку из розетки? Очень показательны в этом плане светодиодные лампы. Если вы выйдете ночью в коридор, в котором выключен свет, то непременно заметите слабое свечение от этих приборов. Почему это происходит? Потому что даже отключенные устройства, если у них есть доступ к источнику питания, будут потихоньку его потреблять. А сложные электроприборы вообще склонны, фигурально выражаясь, бегать ночью к холодильнику ради запретных киловатт. И единственный способ повесить на этот холодильник замок – просто отключить от розетки. Вторая причина, ради которой стоит потянуться за вилкой – безопасность. И тут уже шутки плохи. Это не мифическая экономия на жалких витках электросчетчика, а возможность избежать трат в десятки, а то и сотни тысяч. Резкое повышение напряжения в сети может привести к тому, что к вашему телевизору пойдет не 220, а 380 или все 1000 вольт. И все, что вы успеете увидеть и услышать, это хлопок и дым. А теперь посчитайте, сколько в вашем доме дорогостоящих электроприборов, которые вы не привыкли вынимать из розетки. Телевизор, холодильник, кондиционер, микроволновка, музыкальный центр, домашний компьютер. Что еще? Что нельзя оставлять включенным в розетку? Прежде всего, необходимость отключения от розетки содержится в инструкции пользователя. Просто посмотрите, если сомневаетесь. Точно нужно отключать от сети следующие приборы. Электрические радиаторы – это очень прожорливые устройства, которые к тому же представляют опасность возгорания. Не пользуйтесь ими, выключите из розетки. Утюги и парогенераторы – многие из них имеют функцию автоотключения, но все же лучше обесточить их. Фены и щипцы для завивки. Даже малейшие неполадки приводят к короткому замыканию. Электробритвы, триммеры, заряжаемые зубные щетки – все эти приборы обычно находятся в ванной комнате, где высокий уровень влажности, а это рискованно. Пылесосы – причина необходимости в отключении банальна, а длинный провод можно просто споткнуться. Что можно не выключать в будни, но нужно, если вы уезжаете? Есть приборы, которые просто должны работать круглосуточно, холодильник, например. Отключите его на ночь и можете попрощаться с продуктами, однако если уезжаете в отпуск, обязательно отключайте его. Если действительно хотите защитить свой дом, в случае длительного отъезда лучше все отключить, а в будние дни использовать стабилизаторы напряжения, которые будут стоять на страже в ваше отсутствие. А какие приборы вы всегда отключаете от сети? Поделитесь своими соображениями в комментариях. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.